От лица руководства корпорации Энерхелл и коалиции CFC приветствую всех жителей Нового Эдема. Я Кара Корбрей, и в эфире информационно-аналитический проект Interview Anoikisa. Несколько месяцев назад мною был анонсирован выпуск ежегодного отчета о ключевых событиях, случившихся по ту сторону червоточин. Однако с самого начала текущего, 122 года по Йольскому летоисчислению, ошеломительные новости касательно событий Аноикиса стали сыпаться, словно из рога изобилия. Поэтому данный выпуск будет разделен на две части. События прошлого года, как очевидная предпосылка к событиям текущего, и раскаленная до красна ситуация в Аноикисе, которая привела к началу так называемой мировой войны в Вормхоллах. Мои коллеги, обозревательный канал K162 News, в начале февраля этого года выпустили в общий доступ очередной документ, получивший название «Дайджест о ключевых событиях Аноикиса», по мнению лидеров ключевых корпораций и альянсов, населяющих неизведанные системы W-Space. Настоятельно рекомендую данный документ к ознакомлению. Несмотря на огромное количество мнений ЦЕО различных коллективов, жизнь в Аноикисе в конце 2018 года была неразрывно связана с коллективом Hard Knocks Incorporated. Как вам известно, в канун новогодних каникул 3 полных флота Империума пришли из секторов с нулевой безопасностью в домашнюю систему коней, которая носит грозное имя Rage – Ярость. Жители Аноикиса вообще любят давать своим домашним системам свои собственные имена. Правда, их видно только в их собственной программе для воссоздания карты соединений статических и блуждающих червоточин лабиринта систем Аноикиса. Но, видимо, это дает капсулирам некую толику ощущения, что ничейно, согласно всем механикам игры система с буквой J и набором из 6 цифр, действительно принадлежит им. 2 кипстара было уничтожено без малейшего сопротивления со стороны обороняющихся, а суммарные потери оценивались в скромные 305 миллиардов. Опасаясь за подобную судьбу, самые верные союзники коней, Альянс Лазерхокс, тут же запустили деанчор всех своих собственных 3 кипстаров в домашней системе класса C6. Воспользовавшись ситуацией, русскоязычные альянсы, в особенности гремевшие своей демократической политикой Аутлавы, при поддержке альянсов Duralex, Deep Space Tomatos, Time Grid, начали осаду систем класса C5 и C6, которые до недавнего времени находились под протекторатом коалиции Hard Knocks Incorporated и Leatherhawks. Однако большинство этих попыток не увенчались успехом. Несмотря на фатальный проигрыш по численности в несостоявшемся сражении за Rage, численность флота Hard Knocks Incorporated и Leatherhawks вполне хватило бы, чтобы уничтожить объединенный флот всех 3 вышеупомянутых коллективов. Тем временем в новом Эдеме появились новые корабли, разработанные на основе триглавианских технологий. Это изменение станет ключевым в доктрине всех коллективов, населяющих W-Space. Тяжелые боевые корабли класса Леший при поддержке логистических несторов станут основными кораблями для уничтожения дронов спящих, а также кораблей скитальцев, кроме того представляя собой быструю и легкую замену дредноуту. В то время как Дрековаки, а в дальнейшем и Китурсы и Зармазды, Кикиморы станут основными кораблями для флота нападения. Среди русскоязычных коллективов, проживающих в Аноикисе, наибольшую активность в начале года показывали объединения Deep Space Tomatos, Time Grid и набирающую силы в Horror Squad, и, конечно, Outlaw, которые после злополучного выселения решили пойти отдельной дорогой от Энерхелл, но сохранив все те же общие с Энерхеллами направления деятельности. Поселившись в системе 2.5.0, они стали регулярно хлопать статические червоточины в нули, вылавливая кары и рэтлснейки, и использовать статик в C5 для устраивания различных выселений крабских корпораций. Однако вся радость русскоязычных коллективов, воспользовавшись минутной слабостью коней, сошла на нет, когда Hard Knocks Incorporated с уже привычной им манерой пришли платить по счетам в домашние системы смелых оккупантов. Уже в начале февраля домашняя система J105-342 Альянс Outlaw пала под огнем дезинтеграторов леших Hard Knocks Incorporated. Вскоре после этого Аутлавы, подтачиваемые периодическими дропами со стороны Энерхелл, поражением от коней и общей деградацией активности в W-космосе, стали терять мемберов и вскоре объявили о распуске организации и заморозке тикера до лучших времен.
Следующими на очереди стал Альянс Wholesale Operation в их собственной системе класса C2 J125-923. Однако из-за несогласованности действий Hardknott Incorporated и их союзников атака захлебнулась. Сами же кони, завершив быструю месть в системах Анойкиса, вновь сосредоточили свою активность преимущественно в нулях, совершая постоянные дропы на материнских кораблях, выходя в нули собственным арморным флотом. В это время из, казалось бы, забвения вновь поднимается кровавый меч на фоне креста. Inner Hell. Как бы громко это ни звучало из моих собственных уст, но наша корпорация генерировала все ключевые события, которые хоть как-то могли привлечь внимание жителей неизведанных на всем протяжении прошлого года. Кроме того, имя Inner Hell стало широко известно каждому производственному директору и каждому пилоту капитального корабля во всех уголках Нового Эдема, за пределами Империи. Да-да, те самые Клайм Альянса, которые хоть как-то попадают в единый прайм-тайм вместе с активностью нашего флота, уже наизусть знают каждого нашего сканера и пилота Сабры. Но довернемся к истокам. Оправившись от смутного времени, потери цитаделей и нескольких домашних систем, разорвав связи с рядом давних союзников и полностью пересмотрев подход к внутренней политике, корпорация Inner Hell флотом в 100 перфектно оснащенных боевых кораблей стала наводить ужас на жителей Нового Эдема, не забывая сводить давние счеты с жителями Анойкиса. Выбрав своим новым домом систему со статическими червоточинами в системе класса C5 и регионами с нулевым уровнем безопасности, корпорация Inner Hell получила контроль за наиболее активными секторами как в Анойкисе, так и в Новом Эдеме. Постоянно перекрывая статические червоточины в системе C5, Литком и Inner Hell лишний раз убеждались в практически полном отсутствии какой бы то ни было активности в европейский прайм-тайм. Русскоязычные игроки занимались фармом аномалий в австралийский прайм-тайм до даунтайма, а активных ПВП корпораций, которые искали бой, практически отсутствовали. Лишь изредка, сталкиваясь с флотами альянсов Wholesale Operation или Scaramouche Whole People, доубивая крабы группы Achtung Партизан и одинокие фениксы, убивающие дронов спящих по гайдам, посмотренным в новостных рассылках, Анойкис был похож на пустое безжизненное болото, коим и является с самого появления дрифтеров в Новом Эдеме. В связи с вышеизложенным, все внимание было приковано к ежедневному дропу индустриальных кораблей класса Рорквалл, материнских авианосцев и сабкапитальным флотом Home Defense всех Клайм Альянсов. Самое яростное сопротивление оказывали альянсы Gunswan Federation, Test Alliance и набирающую силу китайские друзья из Fraternity. Русскоязычные альянсы, такие как Blood Demons, Siberian Squad, Red Alliance, Legion of Death, были основными противниками в европейской таймзоне, в то время как неспособные что-либо противопоставить ситизены альянсов Hardknott Associated, Brothers of Tangra и Brave Alliance отправлялись с зелеными строчками на сайт Z-Killboard. Первой крупной победой, а заодно и публичной демонстрацией мощи новых триглавианских технологий стало уничтожение Титана класса Аватар в регионе Фонтейн, принадлежавший русскоязычному крылу Альянса Бастион в феврале ушедшего года. Это был первый Титан, уничтоженный корпорацией Inner Hell, и он ознаменовал начало великих свержений и положил старт для всеобщей известности и популярности нашей корпорации. Количество рекрутов, желающих стать частью флота триглавианских дриковак, росло с каждым днем и множилось с каждым новым уничтоженным капитальным кораблем. Не успела остыть горячая новость об уничтоженном Титане, как спустя неделю Альянс Siberian Squad бросает в бой Титан класса Рагнарёк и теряет его под огнем дезинтеграторов Inner Hell и дредбомбы, давно подготовленные для проброса в любой из северных регионов. В коалицию Inner Hell'ов на тот момент входили наши давние союзники Альянс Таймкрит, они же Медведи, Томаты, которые в дальнейшем стали Альянсом Парабеллум, Duckling Union, небольшая корпорация новичков, которых мы спасли в начале года от выселения, русским крылом Альянса Whole Control, небезызвестный Achtung Партизан и, конечно, Attention Force. Интервью с лидерами большинства этих коллективов вы можете найти на моем канале. В начале марта кара Inner Hell'ов выпала на домашнюю систему класса C4 J115031, принадлежавшая корпорации Beyond the Last Horizon.
На тот момент эта довольно крупная ПВП-ориентированная корпорация русскоязычных капсулеров представляла себя как некую анти-Инерхелл коалицию. Исполняющий обязанности ЦО капсулер по имени Драйкил Лоджик, по совместительству главный редактор новостного канала К-162 News, всячески преуменьшал заслуги нашей корпорации и отпускал язвительные комментарии в сторону пилотов Инерхелл, памятуя о давней вражде двух основных русскоязычных блоков в Анойкисе. Инерхелл являются потомками альянса Blood Union и их лидеров Макс Делла и Хикс НТ, в то время как Драйкил Лоджик, будучи правой рукой мистера, ЦО альянса V-Space продолжил его дело и под новыми знаменами собрал старых союзников. Более подробно об истории конфликта десятилетней давности вы сможете узнать из видео об истории корпорации Инерхелл на моем канале. Так уж сложилось, что системы класса C4 издревле считались краем света для подавляющего большинства жителей Анойкиса, ввиду полного отсутствия связи с известным космосом и невозможности завести в систему данного класса корабли капитального тоннажа. Однако именно эти системы выбирали коллективы, опасающиеся за свое выселение, ибо защитники всегда полагаются на собственный капитальный флот, в то время как атакующие могут рассчитывать только на крейсеры и линкоры. Финальное сражение за контроль над этой системой произошло поздним вечером, в один из уикендов марта. Как и предсказывали аналитики, страх противника перед профессионализмом Инерхелл заставил их позвать половину Анойкиса на свою защиту. Альянс Лазерхакс, Wholesale Operation, Врон Холл, Анноуны привели своих мемберов на финальный таймер фракционного Фортизара. Имея двухкратное преимущество и наличие большого флота капитальных кораблей, защитники намеревались навязать ближний бой, в котором флоту Инерхелл и их союзникам было бы просто не выжить. Однако мобильный флот тригалвианских крейсеров постоянными реварпами в грите продолжал прожигать структуру осажденного горизонта. Яркая вспышка взрыва озарила местную звездную систему и погасла вместе с последним горизонтом надежды осажденной корпорации на жизнь. Несмотря на то, что после уничтожения цитадели у защитников оставалось огромное количество капитальных кораблей и множество сохраненных ассетов, корпорация практически прекратила активную деятельность и спустя полгода исполняющая обязанности ЦО сообщила о своем уходе. Часть мемберов перешла в Инерхелл, а другая к концу года создала две новые корпорации Last Monk и Мглу. Следующей выжженной системой в марте 121 года стала J-125-227 класса C2, принадлежавшая альянсу Empire of Decadence. Начав осаду системы только силами корпорации Achtung Partisanen, коалиция Инерхеллов вынудила противника дать генеральное сражение. Защитники все так же, как и во время предыдущей осады, обратились за помощью. Коллективы Odin Call, Chain Smoking и другие объединения WO Космоса откликнулись на их призыв. В качестве формата были выбраны боевые корабли класса Raven под защитой факсов под прикрытием ESM-систем Скорпионов. В самый разгар боя в систему вошел флот Инерхелл. Используя МЖТ-дестройеры и хорошую координацию в бою, Инерхеллам и их союзникам удалось разделить флот защитников и вскоре уничтожить как корабли, так и цитадели противника. Однако активность марта на этом даже не закончилась. Система класса C5 J-220-924 стала следующей жертвой коалиции Инерхелл. На сей раз альянс Stranger Danger, старейший англоязычный альянс, долгое время живущий в данной системе высшего класса, попал под удар. Выбор был сделан просто. Хозяева системы установили два фракционных фортизара, суммарная стоимость которых превосходила 100 миллиардов иск. Кроме этих драгоценных камней в короне этой C5 было множество цитаделей и, как следствие, множество капитальных кораблей. Несмотря на долгую подготовку и ожидание очень жесткого сопротивления, разницу в прайм-тайме, сама осада прошла легко, подарив Инерхеллам и их верным союзникам несколько боев капитального класса и шикарный лут. Всю первую неделю апреля корпорация Инерхелл уничтожала структуры и выпавшие корабли поверженных Stranger Danger. И чтобы отвлечься от рутины выселений Анойкиса, Инерхелл вновь влезли в хитросплетение интриг клайм-альянсов. На востоке вовсю шла война между набирающим силу китайским альянсом Fraternity и коалицией альянса тестов.
Привычно затакленные рорки вынуждают флиткома Фратернити привычно бросить большое количество капитальных кораблей на их защиту, чем тут же пользуется Тест Альянс. Подготовленная дредбомба уничтожает десятки авианосцев, давая флоту НРХЛ очередное очко в рейтинге смертельной опасности. В мае 2019 года Hard Knocks вновь возвращаются в свою домашнюю систему Rage, устанавливая несколько фортизаров, однако никакой особой активности не проявляя. В это же время образуется новый коллектив Эфинкали, который будет на слуху весь последний период прошлого года. В новый коллектив влились мемберы бывших Sleeping Social Club, Overlord This и часть пилотов, отколовшихся от Leatherhawks. Финские корпорации с давней историей Arctic Light и Suddenly Content объединились в один коллектив с символичным названием Avanta, который в дальнейшем станет частью альянса Hall Control. А пилоты внутреннего ада начинают занимать роль коней из 2018 года. Имея глазки в большинстве важных систем Анойкиса, следя за крабящими пачками дредноутов и леших в разрушенных мирах, смотря за анчором и деанчором важных структур в домашних системах потенциальных противников, НРХЛ приходит в нужное время в нужную систему, выжигая как атакующую сторону, так и добивая защитников. Изредка встречая в Анойкисе избегающих прямого боя флоты Wormhole Society, No Vacancy, Corp with No Name, корпорация НРХЛ продолжает ежедневный ролл статической червоточины в нуле, терроризируя жителей таких регионов, как Paragon Sol, Branch, Innsmother и Фитаболис. В июне НРХЛ начинают выселение русскоязычной корпорации Another War. Это малочисленная, по мнению многих аналитиков, высокоэффективная корпорация многооконников не раз устраивала засады на одиноких сканеров и хлопающие капитальные корабли. Не так давно они оставили системы класса C3 и C4, в которых они долгое время устраивали очень эффективные ловушки для малочисленных коллективов, но с недавнего времени они заселили одну из систем класса C5, обзавелись дредноутами. Излюбленной тактикой охоты этого коллектива было убийство капитальных кораблей, которые пытаются закрыть входящую червоточину из домашней системы Another War, а также поимка сканерских астерок и хелиосов, которые пытаются просканить фид главного фортизара Another War и наблюдают за их активностью. На структурах Another War практически всегда был развернут ловчий пузырь, затягивающий из варпа корабли потенциального противника. Приходя в бубль, корабль выходит из режима маскировки, сталкиваясь со структурой или несколькими контейнерами, заботливо расставленными хозяевами системы. После чего на фортизаре активируется система точечной обороны, и хрустальный корабль, а вместе с ним и дорогой набор имплантов в клоне уходит в небытие. После того, как несколько пилотов НРХЛ в тщетных попытках навязать бой флоту Another War угодили в подобного рода ловушки, настало время и этой корпорации возвратиться обратно в систему Анойкиса низшего класса. После уничтожения нескольких дредноутов в попытке обороны домашней системы Another War J111-518 класса C5 была предоставлена огню дезинтегратор. Выселение коллектива Mighty Beans было осложнено тем фактором, что домашняя система хозяев имела бонус пульсар, в связи с чем руководство НРХЛ сочло нужным опробовать новый формат – боевые корабли класса Кошмар. Получив грандиозный бонус на емкость силовых полей, флот НРХЛ разгромил капитальный флот Альянса Mighty Beans, насчитывающий более 100 пилотов без единой потери. На протяжении оставшихся месяцев летнего периода НРХЛ напали и разорили еще около десятка систем в Анойкисе, но ключевым в этом период стало затянувшееся почти на 2 недели выселение Nameless Alliance. Бесконечные бои на таймерах, неудобный прайм-тайм потребовал от пилотов НРХЛ и их союзников всех сил. Ключевым событием сентября становится выселение Европейского альянса Special Instability в системе класса C2 J150-859. После выжигания всех фракционных фортизаров в Анойкисе, НРХЛ созрели для чего-то более крупного. Целью стал последний из 2 установленных цитаделей сверхбольшого тоннажа класса Кипстара в Анойкисе. Уничтожение цитаделей в новом Эдеме уже давно обходится без привлечения кораблей капитального класса, поэтому система класса C2 вовсе не стала ограничением для флота НРХЛ, преимущественно состоящих из лазерных кошмаров. Однако противник имел достаточные силы для успешной обороны, и крестоносцам так или иначе пришлось обратиться за помощью. Именно этот ОПС внес разлад в коалицию вокруг НРХЛов. Time Crit, Duckling Union,
Achtung Partisanen и выросший к тому времени до размера альянса Parabellum, Deep Space Tomatoes на тот момент были союзниками Нерхел. Однако все дружественные объединения объявили о своей неготовности к бою и выставили буквально по паре пилотов. Причиной тому была общая усталость коллектива в последних выселениях, неудобные таймера противника, выпавшие на глубокую ночь по московскому времени. Адрамелех, ЦЕО корпорации Нерхел, был вне себя от гнева, лицезрев подобную отзывчивость русскоязычных союзников. Чтобы довести разрушение грозной цитадели для финального конца, он обратился за помощью к давним союзникам Hard Knocks и Laserhawks. Несмотря на то, что два вышеупомянутых коллектива в течение более чем 5 лет с 2013 по 2018 годы были верными союзниками в войнах за контроль Анойкиса, как только у Нерхел настали нелегкие времена со стабильностью контента и численностью флота, европейские союзники решили восполнить собственный фан, уничтожив Кипстар и Нерхел в их собственной домашней системе, и не раз ударили в спину на опсах и Нерхелов в регионах с нулевым уровнем безопасности. Теперь же ситуация изменилась. Получив серьезный щелчок по носу от Империума, частично утратив контроль за Анойкисом, бывшие союзники наблюдали за чудовищным ростом численности корпорации Нерхел и успешностью всех операций по выселениям. Следующими могли оказаться домашние системы самих Hard Knocks и Laserhawks. Несмотря на неприятный осадок поступков прошлого, ситуация требовала быстрого решения. Устав от долгого отсутствия серьезного контента в Анойкисе, альянсы Hard Knocks и Laserhawks с радостью откликнулись на приглашение Нерхел. Большинство офицеров Нерхел не видели необходимости в восстановлении дружеских отношений с корпорациями, которые уже предали их однажды, полагая, что как только европейские союзники вновь окрепнут, они вновь предательски нанесут удары Нерхел. Однако, несмотря на все вышесказанное, альянсы Hard Knock и Laserhawks являются образцом организованности и подготовки. Практически мгновенно собрав флот необходимого формата, союзники прибыли в осажденную систему, полностью восполнив недостающие атакующей стороне силы для контроля системы и уничтожения цитадели. Несмотря на огонь оружия судного дня, которым оснащена каждая цитадель подобного класса, и большое количество подкреплений на стороне защитников, пришедшие на помощь осажденной системе в лице коллектива Вронхолл, система была полностью уничтожена. Суммарные потери защитников приблизились к сумме в триллиард межгалактических кредитов. Самым любопытным в этой истории, кроме шикарных кадров активации Думсдея и взрыва Кипстара, стала внезапная повторная атака на домашнюю систему Hard Knocks Rage со стороны все того же Альянса Инициатив, того самого, что в конце 2018 года полностью уничтожил ассеты и структуры коней. Однако Hard Knocks Incorporated были полностью готовы к подобному развитию событий. Уничтожив свои корабли и капсулы, они быстро вернулись, пересев на корабли для обороны, и выгнали неприятелей из домашней системы ценой потери капитального флота и саппорт кораблей на сумму более 120 миллиардов иск. Это стало второй атакой на Рейдж. Будут и другие. В октябре Нерхел закончили то, что не смогли наши союзники ранее. Выселили Wholesale Operation. Конфликт с вышеупомянутым коллективом имел давние корни. Wholesale Operation выступали против коней и ястребов с самого начала своего существования. Еще в самом начале, после того, как на помощь осажденным Wholesale Operation против Hard Knocks прибыла большая часть нового Эдема и вторжение удалось остановить, сами защитники поняли, что их в покое все равно не оставят. В один из таких дней после завершения осады Wholesale Operation, воспользовавшись старыми разногласиями между восстановившим силу Нерхел и потерявшим былое величие Hard Knocks, попросили флоты Нерхел и их союзников прикрыть снятие с якоря главной цитадели в домашней системе Wholesale Operation, цитадели класса Кипстар. По данным Wholesale Operation, кони давно завели шпионов в состав их корпорации, и на одной из производственных цитаделей в их домашней системе уже долгое время строятся авианосцы, которые Hard Knocks собирались использовать для осады. Важно отметить тот факт, что во всей этой шпионской афере самое непосредственное участие принимал всем известный Питер Мунлайт. В ответ на помощь со стороны Нерхел в самом начале 2019 года Wholesale Operation обещали начать осаду систем класса C6, принадлежавших Hard Knocks. Когда Кипстар был успешно снят и никаких десятков авианосцев не оказалось в уничтоженной производственной цитадели, а Wholesale Operation не предприняли даже никаких попыток выступить против коалиции Hard Knocks,
Инерхелл почувствовали себя попросту использованными. Последней точкой стало то, что Wholesale Operation стали приходить на сторону защитников практически в каждом конфликте с участием Инерхелл. В начале октября флот Инерхелл атаковал домашнюю систему Wholesale Operation. Даже без Кипстара система была богата на фракционные фортизары. Понимая, что на поддержку русскоязычного комьюнити вообще рассчитывать не приходится, Инерхелл пригласили давних соперников обороняющихся – Hard Knocks и Leatherhawks. Огни дезинтеграторов и Китурс без проблем разорвали силы обороны противника, а флот Иглов расстрелял любого, кто осмелился войти в осажденную систему. Ноябрь запомнился скандалами в русскоязычном ВХ-комьюнити. Замечательным событием для всех, кто следит за русскоязычными стримерами EVE Online, является скандал, произошедший после того, как флот Инерхелл упал на грабящий ВХ-флот корпорации 3200, один из мемберов которой ввел во время вылета прямую трансляцию. Несмотря на то, что ролики и стрим были удалены и авторы покидали взаимные страйки, фразы ФК 3200 разлетелись на цитаты и стали предметом обсуждения на полгода вперед. Следующий конфликт произошел в системе J214-720. Коллектив корпорации of Monsters, долгое время являющийся частью русскоязычной коалиции RMC, в течение 3 лет имели систему класса C5 для фарма спящих. Хозяева системы были осаждены силами немецкого коллектива Little Red Reading Hall, выходцами из старого коллектива X-Tab, славящейся своей малочисленностью, но высоким уровнем профессионализма. Инерхелл имели глазки в этой системе и любезно предложили корпорации монстров свои услуги по защите, но получили решительный и дерзкий отказ. Наблюдая за дальнейшими событиями, разворачивающимися в дыре, шпионы Инерхелл заметили флот союзной корпорации Achtung Partisan, которые, не уведомив своих союзников, пришли на защиту. А Little Red Reading Hall в свою очередь пригласили альянс Beyond the Breach. Когда уже тикал структурный таймер главного фортизара, в бой ворвался флот Инерхелл, полностью уничтожив атакующую сторону. Но не став останавливаться на достигнутом, ФК Инерхеллов приказал начать огонь по структуре корпорации монстров. Движимые словом чести и соглашением, малочисленный флот Achtung Partisan выступил против превосходящих сил бывшего уже союзника. Но жалкая попытка дать отпор была тут же сметена артиллерийским огнем флота Локи, поставив решительную точку в сложных отношениях Инерхелл и их русскоязычными союзниками. Буря негодования рекой полилась в тексты в форумах и видеообращений на YouTube. Партизане поначалу обвинили Инерхелл в предательском ударе в спину, но после, поразмыслив, остыли. Инерхеллы были оскорблены тем, что некогда ПВП-корпорация пришла на защиту никчемных крабов из корпорации монстров и в выборе стороны отдали предпочтение последним. Как окажется впоследствии, во время интервью лидеры партизан пролили свет на эту историю, рассказав, что многочисленная корпорация монстров должна была войти в состав альянса Achtung Partisan, поэтому, защищая тот злополучный партизар, они фактически защищали свои инвестиции и своих людей. Однако в локальном чате громких слов было сказано немало, вслед за чем Инерхеллы устроили настоящую охоту на грабящие группы Achtung Partisan. Весь конец 2019 и все начало 2020 года корпорация Achtung Partisan гремела на весь Анойкис лишь постоянными сливами лишаков и несторов на аномальках, как от самих спящих и дрифтеров, так и от залетных флотов. К сожалению, не оценив широкого жеста, корпорация монстров вскоре покинула альянс Achtung Partisan, сведя на нет все усилия последних по увеличению численности боевого флота и результаты конфликта с бывшими союзниками. Любопытным остается и тот факт, что сами корпорация монстров позвали на защиту своей системы флот Ред Альянса. Флот мунинов и саппортных кораблей под предводительством ФК Заппа действительно зашел в систему, но по пути встретил арьергард флота Инхе и, потеряв треть флота, понял, что дело гиблое и не стал помогать соалийцам. Интересно, был ли он в курсе, что корпорация монстров вскоре покинет РМЦ-коалицию? Единственным альянсом, который оставался активным в PvP деятельности в европейский прайм-тайм вместе с Инерхелл, были Hall Control. Потеряв часть русскоязычного крыла с уходом в забвение корпорации Beyond the Last Horizon, Hall Control приобрели в своем составе новых союзников – Аванта. Инерхелл всерьез задумались о выборе альянса Hall Control как следующую цель для выселений. Пока шла подготовка к выселению, Инхе периодически устраивали падения на флот Hall Control, которые ролили статические червоточины в Анойкисе.
Декабрь начался с выселения краба-систем неизвестных корпораций. Однако в конце месяца, в самый канун рождественских каникул, корпорация InnerHell начали самое крупное выселение за всю историю 2019 года. Осадив домашнюю систему J172-431 класса C5, ставшую домом в течение очень долгого времени для альянса Mighty Trapped Cavalry, кавалеристы, под этим звучным именем англоязычная корпорация была широко известна жителям Анойкиса. Причиной известности послужила любовь коллектива к троллингу и взаимным подколкам. Несмотря на очень поздние таймера для русскоязычных игроков и то, что защитники были готовы дать достойный отпор с помощью огромного количества капитальных кораблей и не менее многочисленного числа защитников, InnerHell уничтожили все силы обороны в часовом бою, крупнейший релейд и грандиозный бой. Наблюдая за постоянно набирающими мощь InnerHell'ами, коллективы, населяющие неизведанные, стали всерьез опасаться за свою безопасность. Пилота внутреннего ада не останавливало ни численное превосходство противника, ни наличие у защитников превосходящего количества капитальных кораблей, ни неудобные таймера относительно московского времени. На этой победной ноте основные события ушедшего 2019 года подходят к концу. Подводя итоги ушедшего года, самым полезным будет взглянуть на общую статистику информационного портала zkillboard.com. Смутное время, пришедшее в сектора с нулевым уровнем безопасности, вместе с атакой скитальцев и отключением локального чата, а также нерв дохода с аномалий, вновь подстегнули интерес капсулирам к тайнам Анойкиса. Флоты вновь стали встречать группы капитальных кораблей, занятых уничтожением беспилотников спящих. Многие коллективы стали вновь использовать систему статических червоточин для быстрого перемещения в удаленные участки нового Эдема с целью нанесения молниеносных скрытных атак. Молодые образования, набравшись опыта и пополнив свои ряды свежей кровью новобранцев, вышли из тени систем низкого класса и стали заселять доселе недоступные им системы класса C5 и C6. Давние жители Анойкиса, которых в течение долгих лет никто не беспокоил, были сброшены с насиженных мест и были вынуждены вновь окунуться в дипломатию и строить планы по обороне собственных и захвату стратегически важных систем Анойкиса высших классов. Но это было лишь началом.